Если вы любите уединенный и спокойный отдых в Таиланде без толп туристов даже в разгар сезона, то это видео для вас. Сегодня я покажу вам очень красивый отель в Хуахине. Однако это не просто очередные виллы на берегу моря. Это место с многолетней историей, которое отметил сам король Таиланда. И многие путешественники приезжают сюда, чтобы не просто отдохнуть в атмосфере тихой роскоши, но и прикоснуться к уникальной истории этого отеля. Знакомьтесь, отель Черас Баван – уголок спокойствия, тишины и красоты в Таиланде. Он находится в небольшой деревеньке Као Тао, рядом с Хуахином. Это примерно в 3 часах езды от Бангкока. Расскажу вам историю этого места, и вы поймете, почему к туристам тут относятся не как к клиентам, а как к дорогим гостям. Отель Черас Баван носит имя госпожи Кунья Чарас. В 1922 году она впервые побывала в деревеньке Као Тао и сразу влюбилась в это место. Вместе с супругом Кунпу они купили здесь землю и построили небольшой домик на берегу моря. В 1957 году король Таиланда Рама IX поддержал общину Као Тао и распорядился о строительстве водохранилища в этом районе. Кунпу и Кунья тоже активно участвовали в развитии Као Тао. Они обеспечивали работой семьи рыбаков, поддерживали местный храм, помогли открыть школу и медицинский центр. В 1967 году рядом с виллой открылся ресторан, который сегодня называется Паван. Однажды король Рама IX, чья резиденция была расположена неподалеку, вместе с семьей посетил пляж Као Тао и пообедал в этом ресторане. С годами семья Кунпу и Кунья росла, и на этой земле появились новые виллы. 3-е поколение, нынешние владельцы, с теплом вспоминают счастливые дни своего детства, проведенные здесь. Они с уважением относятся и к родовому поместью, и к местной общине. Вот почему в 2022 году они решили полностью отреставрировать комплекс вилл и назвать его в честь своих предков. Сегодня Черас Баван – это красивый отель с особой философией. Он открыт с целью дарить ощущение радости, спокойствия, семейной заботы. Вы будто отдыхаете у любимой бабушки на прекрасной вилле прямо на берегу моря. На территории отеля Черас Баван 4 виллы и всего лишь 8 номеров. Я остановилась на вилле Де Джонг. Давайте я вас с ней познакомлю. Это очень большая вилла, она состоит из 2 этажей, тут очень высокие потолки и много пространства. Сначала мы попадаем в гостиную. Здесь очень уютная зона отдыха с диванчиком, телевизором. Здесь много интересных деталей, например, уникальный антикварный сервиз, который принадлежит владельцам этого места. Гостей встречают приветственными закусками, тут много воды, ее пополняют каждый день, есть чай, кофе, разные напитки, снеки, также прохладительные напитки есть в мини-баре. Здесь вот такая симпатичная обеденная зона. Обратите внимание на деревянную мебель. Здесь сохранили исторический стиль. Здесь очень много красивых и интересных деталей. Приятный текстиль, цветы, красивые статуэтки, повсюду разложены книги, очень много действительно уникальных вещей, антикварных, исторических. Все создает такую особенную атмосферу, понимаешь, что ты находишься в уникальном месте. В этой вилле 2 ванных комнаты, вот так оформлена ванная на 1-м этаже. Здесь очень много интересных деталей, красивых. Посмотрите, какая здесь необычная сантехника. Это 1-я спальня, которая находится на 1-м этаже. Здесь сохранили оригинальную дверь, она деревянная. Тут есть халаты, пляжная сумка, зонтики, тапочки для дома и для бассейна и сейф. Теперь посмотрим 2-й этаж. На него нужно подняться по лестнице, и делать это очень приятно, потому что все стены украшены картинами.
Можно идти и любоваться произведениями искусства. На втором этаже нас встречает симпатичный диванчик, и мы сразу попадаем во вторую спальню. Эта спальня очень просторная, с огромной кроватью, высокими потолками, приятным классическим интерьером. Мне очень нравится, как оформлена эта вилла. Тут хочется рассматривать и фотографировать каждый уголок. Чувствуется, что ты соприкасаешься с историей. Здесь все не только очень красивое, но и функциональное. Большая кровать, рабочая зона, хорошо продуманное освещение, зеркала, шкафы, сейф. И еще здесь огромная ванная комната. Давайте я вам ее тоже покажу. Пожалуй, это одна из самых необычных ванных комнат, которая у меня когда-нибудь была. Просторная, красивая, с отличным косметическим набором. Тут есть все от мыла до средства от комаров. Посмотрите, какая здесь сантехника. На первом этаже есть терраса с симпатичной лужайкой, а на втором этаже огромный балкон. Тут вот такая симпатичная зона отдыха. Можно сесть, смотреть на море, любоваться тропической зеленью и слушать пение птиц. А вот здесь джакузи. Представьте, как можно здесь с комфортом устроиться и наслаждаться жизнью. Хуа-Хин не такой известный курорт, как Пхукет или Паттайя. Зачем же сюда ехать? Назову 10 вещей, которые я особенно люблю в Хуа-Хине. Пляж. Главный пляж Хуа-Хина – отличное место для отдыха и прогулок. Он широкий, длинный, чистый и красивый. Большой глубины у берега нет, поэтому Хуа-Хин особенно любят семьи с детьми. Чистота. Хуа-Хин называют королевским курортом Таиланда, потому что это любимое место отдыха королевской семьи. Широкие тротуары, чистые улицы, ухоженный вид. Здесь приятно жить и отдыхать. Инфраструктура. Хуа-Хин – развитый современный курорт. Тут есть торговые центры, рестораны отличного уровня, красивые бары, детские центры и школы, госпитали и так далее. Атмосфера. Тут вряд ли встретишь любителей ночной жизни и сомнительных развлечений. Хуа-Хин облюбовали семьи с детьми и состоятельные пенсионеры. Здесь очень спокойно и безопасно, но совсем не скучно. Кстати, даже Forbes называет Хуа-Хин раем для экспатов. Природа. Несмотря на всю свою развитость и отличную инфраструктуру, Хуа-Хин не потерял тропическую атмосферу. Тут идеальный баланс городской и природной среды. Классный аквапарк. Одна из причин приехать в Хуа-Хин – парк водных развлечений, который считается одним из лучших в Таиланде. Современные жилые комплексы. Многие приезжают в Хуа-Хин отдохнуть, влюбляются в него и остаются здесь жить. Оно и понятно. Квартиры на берегу моря в Таиланде в комплексах с инфраструктурой пятизвездочных отелей стоят дешевле, чем вы думаете. Развлечения для всей семьи. Любите красивый отдых? В Хуа-Хине можно арендовать яхту, поужинать на берегу моря, сходить в хороший спа-салон. Приехали отдыхать семьей? Ваш ребенок точно оценит местный зоопарк с милыми зебрами, туканами, слонами, фламинго и смешными поросятами. Можно покормить животных и привезти из Хуа-Хина классные снимки с жирафами, ламами и другими обитателями сафари-парка. Фудкорты в европейском стиле. В Хуа-Хине сразу 2 ночных рынка, которые отличаются чистотой и разнообразием еды из разных уголков мира. Классные отели. Тут легко спланировать отличный отдых по приятным ценам даже в разгар туристического сезона в Таиланде. Загляните на мой канал, я часто снимаю обзоры интересных отелей.
Отдельно стоит рассказать об историческом ресторане Паван. Туристы из Хуахина порой специально приезжают сюда поужинать. Если вы остановитесь в отеле Чарас Баван, ваши завтраки будут проходить в этом уникальном заведении. На выбор предлагаются традиционные тайские и современные блюда международной кухни. Заказывать можно без ограничений. На втором этаже ресторана ты будто попадаешь в музей. Старые фотографии, винтажные и антикварные вещи. Тут есть на что посмотреть. Самое главное, что блюда тайской кухни тут готовят по одним и тем же рецептам уже более полувека. А ведь однажды здесь обедал сам король Таиланда. Оказаться в том же месте и отведать ту же самую еду – это уникальный опыт. Кстати, цены в этом ресторане приятные, такие же, как в большинстве заведений Таиланда. Есть тут и блюда международной кухни. Это еда, которую полюбила семья госпожи Кунья во время путешествий, только с домашним характером и из локальных продуктов. Отличная идея заказать послеобеденный чай, набор традиционных тайских сладостей для двоих. Хороший способ познакомиться с разными позициями десертного меню в миниатюрах. За несколько дней я успела поесть и в уникальной комнате, напоминающей музей, и на террасе с видом на море и закат. Перепробовала много блюд из меню и безалкогольных коктейлей. Мне понравилось это место. На территории отеля Чарас Баван очень красиво. Пространство будто пропитано спокойствием и благородством. В центре резорта находится бассейн с гидромассажной зоной и водой комфортной температуры. Здесь можно сделать красивые фотографии и полюбоваться морем. В любое время можно обратиться к сотрудникам, чтобы попросить спортивный инвентарь. Например, мячи или ракетки, каяк или сабборд, велосипед, настольные игры. Все без доплат. Отель Чарас Баван стоит на берегу Сиамского залива в районе Као-Тао. Море тут не глубокое, а пляж широкий и длинный, с мягким песком. В самой деревеньке развлечений немного. Из интересного – храм и смотровая площадка на горе рядом с пляжем. Еще тут есть живописное озеро с протяженной прогулочной зоной. То самое водохранилище, появившееся с подачи короля. Красивые горы, лотосы, спокойная атмосфера. Место очень приятное. За 15 минут можно доехать до Хуахина. Тут тоже спокойно, но развлечений больше. Аквапарк, торговые центры, рестораны и так далее. Однако за все время, проведенное в Као-Тао, у меня ни разу не возникло желания выбраться в оживленное место. Я ехала сюда за тишиной и уникальным опытом. Это я и получила. Чаще всего путешественники попадают в Хуахин через Бангкок. Если у вас такой же маршрут, то я очень советую посмотреть мое свежее видео о столице Таиланда, где я выделила 10 вещей, которые стоит сделать каждому туристу. Ставьте лайк, если вам понравился отель, который я вам сегодня показала. Я считаю, что это отличное место для спокойного отдыха в Таиланде. В описании под видео я оставила для вас ссылку, по которой вы сможете посмотреть цены на проживание в этом отеле. До новых встреч!